Как тюрьма может сломать невинного человека? 19-летний парень по имени Регги Коул по ошибке угодил в одну из самых строгих тюрем в Америке, где ему пришлось бороться с местным преступным королем по кличке Дьявол. И это не затравка для фильма, а реальная история, когда у тебя нет другого выбора, как убить. Жуть, правда? Но давайте начну с самого начала этой драмы. Регги был еще ребенком, когда его семья переехала в Лос-Анджелес в 1985 году. Как можете догадаться, выбрали они не самый благополучный район. Постоянное насилие, жестокость и обилие уличных банд. Регги был самым младшим братом среди двух мальчиков и двух девочек. Ему было всего 10 лет, когда его старший брат Кенни, которому было 15 лет, присоединился к одной из районных группировок. С самого детства братья сталкивались с разборками между бандами и даже полноценными перестрелками. Однажды члены враждебно настроенной группировки устроили внезапное нападение на банду Кенни. Они сели в машину, взяли оружие и атаковали район семьи Коул, расстреливая дома из окна. Да, как в голливудских боевиках. Так Регги потерял своего старшего брата. Надо ли говорить, что парень был полностью раздавлен? Он пытался сконцентрироваться на учебе, чтобы отвлечься, и попытался забыть произошедшее с его братом. Но такое просто из головы не выкинешь. Его семья пыталась помочь ему преодолеть эту ситуацию и разочарование от жизни. Но окружение Регги оказывало на него слишком большое влияние. Каждый год он все больше отдалялся от учебы, пока наконец не решил бросить ее и погрузиться в мир преступности, следуя по стопам своего брата. В итоге родители развелись, из близких осталась только мать. Регги начал заниматься выращиванием и торговлей марихуаной. Хотя он не совершал серьезных преступлений, но торговал наркотиками, и поэтому никого не удивило, когда его впервые арестовали в 16 лет. Полиция видела его на улице и пыталась задать ему вопросы, но он отказывался сотрудничать и попытался уйти, что и привело к задержанию. Но его жизнь кардинально изменилась в 1995 году. Он был вновь арестован, но уже за убийство человека в своем районе, которое, по его словам, он не совершал. Парень пользовался дурной репутацией, был в плохой компании, да и видели его недалеко от места убийства. Суд не стал всерьез рассматривать дело, и Регги был признан виновным. Ему был вынесен пожизненный приговор, и парня отправили в тюрьму Калипатрия, одну из самых жестоких и опасных тюрем в Америке. Это комплекс, состоящий из нескольких зданий, простирающихся на большой пустынной территории. Регги был нервным с момента, когда автобус покинул здание суда, и чем ближе они подъезжали к тюрьме, тем больше он волновался. Представляете степень его разочарования жизнью? Как только они пересекли первые ворота тюрьмы, первое, что отметил Регги, был запах навоза, который наполнял место из животноводческого двора тюрьмы. Регги опустил голову к связанным рукам, пытаясь проигнорировать запах, но безуспешно. Запах был слишком острым. Камеры в этой тюрьме были как могила. 4 стены и цементный потолок без окон. Даже дверь была из металлической пластины с маленьким отверстием посередине, которое открывалось и закрывалось снаружи. Еще была двуспальная кровать, раковина и унитаз. Когда Регги впервые вошел в это помещение, его сосед насупился и просто отвернулся к стене, даже не поприветствовав. Тут это было не принято, каждый сам за себя. Регги не знал, кто он такой, и не хотел по ошибке спровоцировать конфликт, поэтому молча лег на свою койку. Но он еще не понимал, куда он попал. Осознание пришло скоро, когда в их камеру ворвалась группа заключенных и начала унижать его соседа. Сначала словесно, а потом просто избили и изнасиловали прямо на глазах у Регги, который молчал и старался не привлекать к себе внимания. Это повторялось несколько раз в неделю. И тогда парень понял, что нужно уметь за себя постоять. Регги заметил, что многие заключенные имели самодельные ножи, поэтому и ему пришлось сделать свой. Единственным инструментом, который у него был, стала его зубная щетка. Используя камень, Регги продолжал затачивать ее до тех пор, пока она не стала острой и готовой к использованию. Каждый день заключенные имели право выходить на внешний двор тюрьмы. А тут все как в лучших американских фильмах. Все стоят кучками и четкое разделение на банды. Регги рад бы найти себе защиту, но большинство группировок требовали денег, либо какой-то услуги, чтобы доказать лояльность. Обычно это было воровство, наркотики или даже убийство.
Регги пытался наблюдать за ситуацией на расстоянии, не привлекая внимания, потому что он знал, что если привлечет внимание, это будет для него как смертный приговор. Хотя он и старался избегать проблем, насколько это было возможно, однажды, когда он гулял на тюремном дворе, группа заключенных внезапно окружила его. Регги, будучи прижатым к забору, почувствовал, что на него смотрят глаза всех заключенных. Каждый во дворе понимал, что там происходит. Поэтому он понял, что если он стерпит такую агрессию, то его ждет участь его соседа по камере. Каждый увидит его как легкую добычу. Регги начал проявлять агрессию в ответ, махать руками и толкать, стараясь привлечь внимание охраны и при этом не оказаться слабаком. И это сработало. Он повел себя резко и дерзко, что позволило начать завоевывать репутацию среди заключенных. После этого инцидента к нему обратилась банда под названием 49 с предложением вступить в их ряды, ведь это был единственный способ выжить для него в этом месте. Но была одна проблема. Все эти банды были подчинены человеку, который позиционировал себя в качестве короля этого места. И как вы понимаете, именно с ним Регги и пришлось воевать. Эдди Кларк, которого прозвали Эль Дьябло, полностью контролировал тюрьму. Для него это был не только дом, но и прибыльный бизнес. Внутри тюрьмы постоянно шли потоки наркотиков и запрещенных товаров, и все эти операции контролировались Эль Дьябло. Он создал небольшую наркотическую империю прямо внутри тюрьмы. Все здесь боялись его и старались избегать. Даже охранники. Каждый в тюрьме знал историю Эль Дьябло, который, хотя ему было всего 34 года, уже провел 20 лет своей жизни в тюрьме. Будучи подростком, в 13 лет он попал в исправительную колонию после того, как напал на другого подростка и избил его до смерти. Они занимались угонами, но не поделили выручку. Кстати, а что вообще делать, если твою машину угонят в Америке? А если попал в ДТП? Куда обращаться за помощью? Где найти грамотного юриста? Как получить компенсацию, если у вас нет страховки? Компания ДТП Америка помогла получить компенсации на $21 миллион для своих клиентов. Здесь вам точно ответят на все интересующие вас вопросы. Ссылка в описании. Эль Дьябло был свиреп с самого раннего возраста. Когда ему исполнилось 18 лет и он вышел из колонии, он ворвался в дом старушки, напал на нее и убил ее сына, который попытался защитить ее. Тут же он получил пожизненное. Этот зверь полностью заслуживал своего титула. Проблема заключалась в том, что Эль Дьябло был капризен и даже мог внезапно вспылить против своих ближайших последователей. Никто не был в безопасности с ним. И, конечно же, так как он был королем в этом месте, он всегда добивался своего, невзирая на обстоятельства. В следующие 2 года Регги вел сравнительно спокойную жизнь в тюрьме, держался подальше от Эль Дьябло и не ввязывался в неприятности или вражды. Измученный подросток, вошедший в тюрьму в 19 лет, превратился в 24-летнего молодого человека с сильной мускулатурой и стальным характером. К несчастью для него, ему это все понадобилось. Что случилось? Как он перешел дорогу Эль Дьябло? В октябре 2000 года заключенные находились во внешнем дворе, и один из них взял камешек и бросил его в спину одного из охранников. Зачем? Видимо, наслабо. Охранники немедленно приказали всем заключенным, находящимся во дворе, лечь на землю для осмотра. Во время обыска один из охранников увидел самодельный нож, валяющийся на полу. Кто-то бросил его перед осмотром, чтобы не обнаружили, что у него он есть. Охранники не знали, что нож принадлежит сокамернику Эль Дьябло, который был его ближайшим помощником и самым доверенным человеком. Надзиратель поднял нож и спросил заключенных, кому он принадлежит. Тишина. Ни один из них не произнес ни слова, хотя многие знали имя владельца. Сдать товарища Эль Дьябло было равнозначно смертному приговору. Все молчали и ждали. В этот момент сам Эль Дьябло лежал на земле среди других заключенных. Он поднял голову и начал оглядываться, ища того, кого мог бы обвинить. Случайно его глаза упали на Регги. Он лежал на земле, как и остальные заключенные, с кистью для покраски забора в руке. Эль Дьябло поднял руку и указал на Регги, сказав охранникам: это он, владелец ножа». В те несколько секунд, которые последовали, у Регги в голове начали возникать мысли о будущем, и он начал делать свои расчеты. Если к нему добавят обвинение в ношении оружия, это никак не повлияет на его срок, так как он уже был приговорен к пожизненному заключению. Но то, что изменится, это его статус и репутация среди заключенных.
А перед глазами до сих пор была картина с изнасилованным соседом, который не мог постоять за себя. Как только он согласится на ложное обвинение, все увидят в нем слабого человека. Как только охранники спросили Регги о ноже, его ответ был: «Нет, это не мой». Это было всего лишь несколько слов, но они изменили его жизнь навсегда. Что было дальше? Регги официально стал врагом Эль Дьябло. Все были шокированы после того, как эта фраза вышла из уст Регги, даже охранники. Никто не мог оспорить слова тюремного короля, а тем более перечить. Это был вызов и плевок в сторону авторитета. В течение последующих недель Регги всегда находился в состоянии повышенной бдительности, ожидая, что Эль Дьябло или один из его прихвостней может атаковать его в любой момент. Даже когда он спал на своей кровати ночью, под подушкой лежала заточка. На улице он пытался оставаться рядом с охранниками или на месте, где их взгляды были бы на нем, чтобы Эль Дьябло не смог убить его втихую. Так продолжалось месяц, пока однажды на прогулке во внешнем дворе Регги не заметил, что Эль Дьябло движется прямо на него сквозь всю площадку. Он даже не пытался заговорить его или подкрасться к нему незаметно, просто подошел и ударил ножом. Это был не смертельный удар, но открытое заявление, что Дьябло никто не остановит, даже охрана. Регги положил руку на место укола, так как кровь вытекала, и ни один из заключенных, увидевших, что произошло, не пытался помочь ему. Все отворачивались, как будто ничего не видели, даже охранники. Никто из них не пытался вмешаться. Регги продолжал нажимать на свою рану, чтобы уменьшить количество крови, вытекающей из него. У него не было выбора: убей или умри. Его никто не спасет. Парень так и пытался остановить кровь, пока через четверть часа не прозвенел звонок, означавший конец перерыва. Все заключенные должны были вернуться в свои камеры, но перед этим построиться и пройти регулярный обыск. Эль Дьябло был впереди, а Регги был третьим или четвертым заключенным за ним. Парень держался за свою рану и пытался скрыть ее от охранников, но это был не единственный его секрет. Он также скрывал свой нож, который он взял из тайника. Помните, я говорил про заточку, сделанную в первые дни? Он закопал нож в яму, чтобы использовать его, когда ему это понадобится, и не боялся обысков. Когда Эль Дьябло повернулся спиной для осмотра, он смотрел на заключенных, которые стояли за ним, и Регги стоял в толпе среди них. Эль Дьябло смотрел на него с презрением и саркастической улыбкой, пока охранник все еще досматривал. Виски у Регги пульсировали. Либо подчиниться, либо стукануть, убить или быть убитым. Когда охранник наклонился, чтобы осмотреть ноги дьявола, Регги неожиданно выпрыгнул вперед, атаковал его, нанеся смертельный удар в шею. Кровь брызнула, охранник выхватил перцовый баллончик и приказал лечь на землю. Все заключенные послушно подчинились, а дьявол упал, сжимая руку на ране, из которой хлестала кровь. Через полчаса, когда доктор наконец пришел, король был мертв. Регги не отрицал своей вины, не пытался оправдаться, он убил, ведь у него не было выбора. Казалось бы, все, конец. Регги и так отбывал пожизненное, а за такое убийство точно дадут смертную казнь. Но судьба решила несколько иначе. Помните, я говорил, что Регги вообще не должен был попасть в тюрьму? Несмотря на то, что мало что свидетельствовало в его пользу, его адвокат начал сомневаться в его виновности в первом убийстве. Он поднял дело, опросил всех свидетелей, а потом решил провести независимую баллистическую экспертизу, которая показала однозначные результаты. Регги не мог убить парня, потому что пуля прилетела сверху, а Коул находился снизу, о чем говорили абсолютно все свидетели. Как итог, парень, который не убивал, был вынужден сделать это, но уже в тюрьме. Регги вышел через 16 лет, отбыв наказание за реальное свое убийство, но при этом получив компенсацию за предыдущее ложное обвинение. Парень решил, что и на свободе он будет продолжать бороться, и основал свой фонд, который помогает заключенным в спорных ситуациях. Кстати, все свои деньги, которые получил в рамках компенсации, он тоже потратил на помощь другим. Уж кому, как не Регги Коулу, знать о том, как исправляет тюрьма. Жестко, да? Но, к сожалению, из-за ошибок и нерасторопности полиции страдают ни в чем не повинные люди, ведь человеческий фактор есть везде. Даже страшно подумать, сколько таких Регги могут быть в тюрьме. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на мой канал.